Бобруйские силовики решили размяться и попрактиковаться в стрельбе. К счастью, пока не по людям, но, судя по всему, ради этого все и делается. Для своего развлечения они провели тендер на аренду тира на сумму почти в 2000 рублей, естественно, из бюджетных денег. В условиях закупки указано, что помещение длиной не менее 25 метров должно быть ограничено временными рамками для проведения занятий по огневой подготовке, местом для чистки оружия, а также антирикошетным покрытием. Вероятно, бойцы опасаются отстрелить себе что-нибудь, ведь им предстоит не в страйкбол гонять, а устраивать имитацию карательных операций с применением летальных боеприпасов. Неудивительно, что такой кружок начинающих фашистов руководство УВД Бобруйского горисполкома организовало для рядовых силовиков как раз накануне Дня воли. Судя по последним событиям в военных структурах МВД, настроение среди силовиков перед новыми масштабными акциями протеста уже близки к паническим. При этом, как отмечают телеграм-каналы, сумма аренды помещения для силовиков, которую они потратят за 2-3 недели, могла бы покрыть покупку 3 больничных кроватей. Впрочем, режим уже давно расставил свои приоритеты, жизнь простых белорусов далеко не на первом месте. У Лукашенко есть традиция. Каждый год он обещает поднять среднюю зарплату в Беларуси до $500. Но каждый раз что-то идет не так. И этот год не стал исключением. По данным Белстата, почти половина населения нашей страны живет менее чем на $193. И только 8,7% имеют доход более $400 в месяц. Тяжелее тем, у кого есть семьи. В среднем на одно домохозяйство приходится $560 в месяц. Самый низкий доход семьи в сельской местности – $465. И это с учетом того, что в месяц на покупку продуктов питания, одежду и оплату услуг одна семья тратит более $500. К примеру, в той же Германии средний заработок на семью выходит около 4000 евро. Из них траты на самые важные товары составляют в сумме около 3000 евро. Все остальное уходит на развлечения и отдых. Даже если не брать во внимание развитые европейские страны, то все равно Беларусь занимает не самую лучшую позицию. По средней зарплате в месяц нас обогнала даже Молдова, и вот уже скоро догонит и Украина. А судя по тому, как глубоко нелегитимный влез в долги, изменения ситуации в ближайшее время не предвидится. Очередной поражающий своей жестокостью приговор на конвейере политических дел вынес суд Сморгонского района. 8 лет и 1 месяц в колонии усиленного режима получил житель агрогородка Гальшаны Иван Вербицкий. Мужчину обвинили в подстрекательстве к акту терроризма и уничтожению постановления на обыск. Все это за комментарии в телеграм-чате, в которых мужчина, по его словам, просто шутил. Согласно материалам следствия, в октябре прошлого года Иван разместил в чате деструктивные призывы использовать коктейли Молотова для поджогов зданий КГБ и прокуратуры Ашмянского района, а также уничтожать личные автомобили силовиков. Осужденный настаивал на том, что сообщения носили шуточный характер и не являлись призывами к действиям. Впрочем, для провластного суда позиция простого человека, который к тому же выступает против режима, не имеет ровно никакого значения. Судья Людмила Петрова расценила как единственно правильную лишь точку зрения следствия и без зазрения совести вынесла один из самых суровых приговоров в истории политических дел. Лукашенко настолько боится 80% своего электората, что решил создать госорган по регулированию интернета и IT. Об этом он заявил сегодня на очередном совещании во Дворце независимости. Теперь интернет будут контролировать по опыту Китая. А это значит, что каждый пакет информации, идущий в Беларусь извне, может подвергаться проверке и отбрасываться, если его вдруг посчитают неугодным. А неугодным в нашей стране считается любое проявление мысли, отличающееся, так сказать, от взглядов Компартии. Данное новшество будет создано якобы для предотвращения легализации преступных доходов, недопущения финансирования терроризма и исключением предпосылок к различного рода криминальной деятельности. Иными словами, Лукашенко решил окончательно закрутить гайки и взять интернет в Беларуси под тотальный контроль с целью предотвратить влияние так называемых чешских кукловодов на протесты в нашей стране. Однако вряд ли таким образом ему удастся стереть с памяти белорусов все преступления, совершенные за последние 26 лет. Силовики решили превратить протестный столичный район Новая Боровая в настоящее фашистское гетто. С прошлого четверга там были задержаны не менее 13 человек, в том числе модератор закрытого чата. Очевидно, что главными мишенями бойцов в первую очередь являются представители дворовых инициатив и телеграм-каналов.
Об успешных рейдах по их отлову чуть ли не ежедневно рапортует пресс-служба МВД. Но, как говорится, лес рубят, щепки летят. И под горячую руку силовиков зачастую попадают случайные люди, которые просто отказываются открывать двери неизвестным в штатском. За это их отправляют на сутки за неповиновение. Стоит отметить, что последние вылазки силовиков сопровождались еще и порчей имущества. Во время задержаний в подъездах вырубались камеры видеонаблюдения. Участники облав явно боялись, что их могут опознать. Впрочем, как минимум одного так называемого дружинника вычислить все же удалось. Предположительно, это директор благотворительного фонда Алексея Талая, участник автопробега в честь вождя Станислав Яскевич. Он стал известен благодаря своим многочисленным интервью для БТ, в которых он каждый раз оказывался в роли случайных прохожих. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе происходящего в Беларуси, а также ставьте лайки и пишите комментарии для продвижения данного ролика. До встречи завтра и живи Беларусь!